Привет! Сегодня мы с вами займемся приятными хлопотами, а именно будем упаковывать подарки. Возьмем самую обычную крафтовую бумагу и заставим ее выглядеть дорого. Я покажу несколько разных вариантов, и вы сможете выбрать, что вам больше понравится. Для начала я отрезаю бумагу по размеру коробки, чтобы не рисовать лишнего. Для первого принта я выбрала веточку рябины. Наношу черную акриловую краску на ветку и отпечатываю ее на бумаге. У меня ветки совсем сухие, поэтому плохо прижимаются, и я дополняю рисунок ветки маленькой кисточкой. Для самих ягод рябины я взяла карандаш с ластиком на конце и ватную палочку. Снимаю излишки краски губкой и отпечатываю ягоду на бумаге. Грозди рябины имеют вот такую полукруглую форму, и я старалась повторить этот силуэт. Дополняю более мелкими ягодками при помощи ватной палочки. Упаковываю коробку в бумагу. И здесь по композиции мне захотелось добавить еще одну гроздь. Я беру зеленую бархатную ленту, закрепляю ее на обратной стороне при помощи клеевого пистолета. Обматываю коробку несколько раз и снова закрепляю. Первый подарок готов. Для следующего варианта штампов я купила в ленте вот такие цилиндрические ластики. У них очень удобная форма для печати, можно сделать разные формы с двух сторон. Я обвела форму на листочке и нарисовала силуэт оттиска. Сложила пополам и вырезала ножницами. Приклеила к ластику клей карандашом. По этому эскизу вырезала резаком. И потом аккуратно срезала излишки по краям. Вот такая получается печать. Беру губку и белый акрил. Промакиваю излишки краски и ставлю штампики. Упаковываю коробку в эту бумагу. Для этого варианта я выбрала белую бархатную ленту. Сейчас покажу, как завязывать красивый бантик, следите за руками. Оставляю длинные концы, мне кажется, это красиво. Для следующего варианта мне понадобятся лимоны. Режу их пополам. Промакиваю салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. И печатаю. Лимоном побольше черным цветом. Поменьше белым.
Для этой упаковки я взяла льняной жгут, он мягче и приятнее, чем джутовый, и дополню цитрусовую тему засушенными дольками апельсина. Закрепляю нить скотчем на обратной стороне и обматываю несколько раз. И для последних штампов я взяла формы для печенья и картошку. Вырезаю оттиски по формам. На тросточке я добавила еще и вот такие полоски. Промокаю салфеткой и печатаю. Для этого подарка я выбрала бордовую ленту и закрепила ее по диагонали клеевым пистолетом. Давайте посмотрим, как подарки выглядят под елкой. Спасибо, что досмотрели это видео. Приятных вам упаковок, классных подарков и до встречи!